И Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. В этом выпуске Александр расскажет о создании своего самоката. Прошу любить и жаловать. Все началось с того, что у меня появился электросамокат серийного производства. Мне очень понравилась идея как мобильного индивидуального средства передвижения, но, на мой взгляд, реализация хромала. Примерно за год езды на китайском электросамокате я поменял в нем примерно 90% комплектующих, и просто ради того, чтобы он ездил. И за это время у меня получилось более-менее вникнуть в тему, и пришло понимание, что любой другой серийный самокат не будет сильно отличаться по качеству от того, что у меня было. Так я приступил к разработке прототипа своего самоката, учитывая свои пожелания и опираясь на полученный опыт. Изначально была идея сделать все достаточно просто с использованием по максимуму заводских комплектующих. Но в процессе эксплуатации первого прототипа многие из таких запчастей были заменены на самодельные. Вообще, за год тестирования, проехав на нем больше 16 тысяч километров, появилось понимание, как делать не надо. Была поставлена куча опытов, проверено множество технических решений. Несколько месяцев ушло на изобретение, тестирование и отладку активной системы охлаждения. Так как в изначальном проекте эта система предусмотрена не была, пришлось вписывать в существующую конструкцию самоката. Отдельные теплообменники просто крепились винтами к корпусу через термопасту. По передней подвеске много разных вариантов обкатано. В первой редакции быстрее 60 ехать не получалось из-за воблинга. Пришлось подробно изучать, что такое трейл, угол кастера и что на что влияет. Со временем эта проблема решилась без установки рулевого демпфера с сохранением управляемости и комфорта. I feel so alive. Много работал над тормозами. Начал с велосипедных суппортов. Оказалось, что у них ресурс слишком мал для такого веса и скорости. Пробовал ставить тормоза от более тяжелой техники. Но вписать в конструкцию что-то приличное не получилось. Пришлось проектировать свое. Это был период экспериментов и получения опыта. Я успел опробовать множество решений и получить уникальные знания. my way.
сознания я приступил к разработке серийного самоката. Первым этапом был подбор комплектующих. На этот раз весь набор комплектующих был тщательно выверен и был минимален. То есть это аккумуляторы, покрышки, амортизаторы и там всякая мелочевка типа винтиков, коннекторов. Дальше пришлось с нуля начинать проектировать всю конструкцию самоката. Было желание проработать все нюансы и постараться учесть все косяки, которые были раньше как на этапе сборки, так и во время непосредственной эксплуатации. Спустя несколько недель появилась первая 3D-модель. От первой визуализации до готовых к изготовлению деталей был еще долгий путь, так как в процессе подготовки к производству каждая деталь проходила тщательную проработку. Перед началом изготовления деталей немало времени было потрачено на подготовку и настройку китайского станка под мои задачи. Сам этап производства версии 2.0 занял около 4 месяцев и начался с двигателя. Двигатель я полностью разработал сам. Магниты и статор были изготовлены по моим чертежам, но в сторонних компаниях. Крышки изготовлены из плиты дюрали толщиной 30 мм. Учтена установка сальников с обоих сторон от подшипника, чтобы не вымывать смазку охлаждающей жидкостью. Корпус двигателя из стали шириной 180 мм и внешним диаметром 126 мм. Такие размеры обусловлены посадочными покрышки от картинга. Всю резьбу пришлось нарезать руками. К счастью, ни одного месчика сломано не было. Много было прищемленных пальцев во время установки магнитов. Всего их в двигателе 30 штук. Секторные размером 150 на 5 мм. В оси двигателя предусмотрены каналы для циркуляции охлаждающей жидкости. Диаметр под посадку подшипников 25 мм. Следующим этапом были изготовлены рычаги заднего маятника из плиты 20 мм. В рычагах предусмотрены каналы для проводки и продумана надежная система крепления оси двигателя. Ось фиксируется при помощи парных стальных дропаутов толщиной 5 мм. Сзади зажимается планкой на двух винтах М8 и притягивается гайками 25 на 1,5. Намотку двигателя делали самостоятельно. Все пропитывали тщательно лаком на несколько слоев. В теории, в совокупности с системой охлаждения, мотор-колесо должно было выдерживать длительную нагрузку порядка 12 кВт с пиками до 25. Еще по ходу приходилось придумывать много разных инструментов и оснастки для изготовления, проведения каких-то необходимых операций. И порой на это уходило значительно больше времени, чем непосредственно на изготовление новых деталей и на сборку самого самоката. К примеру, чтобы аккуратно вставлять 150 мм статор в ротор и вынимать, пришлось варить специальный инструмент. И вот, наконец, дело дошло до первого тестирования. Вроде все работало, как и задумывалось. Расчетные характеристики по оборотам попали четко. Можно было смело переходить к изготовлению всего остального. Важной особенностью данного самоката является система активного жидкостного охлаждения. Сама идея проста. В двигатель заливается диэлектрическая теплопроводная жидкость, которая снимает тепло с обмоток, помпа пропускается через радиатор и холодное сливается обратно в двигатель. Все внешние стенки деки выступают в роли радиатора. В них отфрезерованы каналы для циркуляции охлаждающей жидкости, которые герметично закрыты крышками. Двигатель с радиатором соединяется шлангами с использованием заводских латунных фитингов. Для избежания протечек охлаждающей жидкости внутрь деки герметичность крышек проверялась давлением 8 атмосфер. Воедино конструкция собиралась на высокопрочные винты, что было не самой удачной идеей. Как оказалось, они сильно ржавеют. В следующих сборках будет использоваться нержавейка. Благодаря потраченной куче времени на настройку китайского станка геометрия деки получилась идеальная. Для проверки герметичности всей деки в сборе помпой гоняли охлаждайку по контуру в течение суток. Протечек обнаружено не было, значит можно продолжать обработку. Чтобы крышки вставали идеально, посадочные места в деке под них фрезеровались в сборе.
Для упрощения герметизации внутреннего пространства зазор в крышках составляет порядка 0,1 мм. Так как самокат имеет только задний привод, для обеспечения надежного сцепления покрышка задумывалась от картинга, так как обладает нужными свойствами и показывает низкий износ с самокатными нагрузками. Ну и довольно богатый выбор производителей резины, можно подобрать на любой вкус. Тут хочу сделать небольшое лирическое отступление по поводу полноприводных самокатов. Я считаю, что полноприводные самокаты существуют потому, что производители не могут запихнуть достаточной мощности в одно колесо. Если в заднем колесе много мощности, то при разгоне переднее колесо будет разгружаться и из-за недостаточного сцепления просто не будет участвовать в разгоне. Обсуждать внедорожные свойства на самокате как-то странно. С такими маленькими колесами в хорошей грязи он утонет что на заднем, что на переднем приводе. Самокат — это для хорошего покрытия. Вернемся к сборке. Для крепления титановых труб в конструкции самоката в каждый торец трубы была нарезана резьба, куда вкручивается винт из дюрали. Задняя подвеска в многорычажном исполнении с ходом 160 мм. Выбор в пользу многорычажности был обусловлен задачей разместить амортизаторы горизонтально с сохранением положительной прогрессии. Оси маятника из титановой трубы 25х3 крепятся на 4 подшипника СКФ. Для установки амортизаторов изготовлены втулки из графитонаполненного капролона. При изготовлении прототипа много времени уходит на подгонку всяких мелочей. Где-то нужно собрать часть конструкции, чтобы задать размеры по месту. Где-то нужно подобрать зазор или натяг между элементами. Ну и, конечно, тестирование на каждом этапе, чтобы убедиться, что все двигается в пределах задуманных ходов, нет люфтов и посторонних звуков. Аккумулятор с максимальным напряжением 92,4 вольта состоит из 22 призматических ячеек производства LG с NMC катодом по 60 Ах каждая. С таким аккумулятором максимальная расчетная скорость должна была быть 110 км в час. Ось рулевой стальная с химическим оксидированием, посадочный диаметр 30 мм, толщина стенки 5 мм. Устанавливается на два радиально-упорных конических роликовых подшипника. В середине ось имеет окошко для выхода гидролинии и проводки. Передняя подвеска, так же как и задняя, имеет рычажность 3,2 к 1 и такой же ход 160 мм с положительной прогрессией. Изготавливается также из плиты дюрали толщиной 20 мм. Диск переднего колеса состоит из двух половин, каждая из которых пилится из 50-й плиты. Делать свой диск пришлось из-за желания спрятать в него выпирающий тормоз. Со столь небольшим диаметром переднего колеса выпирающий тормозной диск постоянно цепляется за все подряд и деформируется. Я решил эту проблему таким образом. Хотел чуть подробнее остановиться на тормозах. Тормоза были разработаны специально под этот самокат с учетом скорости и его веса. Тестирование системы проходило в гористой местности, много ездил по серпантину, и результаты тестирования были потрясающие. За основу были взяты тормозные колодки от мопеда из-за большей площади и ресурса в сравнении с велосипедными. Как показала практика, их замена потребуется не раньше 5000 км пробега. Тормозные диски вырезаны из 3-мм полотна советской пилы. Мне кажется, они будут вечными. Для компактности и надежности конструкции суппорта было решено делать плавающими однопоршневыми. Задний тормоз оснащен принудительным охлаждением. Диаметр поршня подобран таким образом, чтобы для блокировки колес достаточно было усилия указательного пальца на тормозной ручке. Бортовой компьютер. Полезная вещь, но опыт эксплуатации показал, что если его ставить сверху на руль, то велик шанс разбить или оторвать. Поэтому я задумал совместить вынос руля с дисплеем в прочном корпусе. В таком варианте, даже если самокат перевернется и упадет на руль, будут только царапины. Сам корпус герметичен. Для управления сделаны механические кнопки с резиновыми уплотнителями.
Стекло имеет толщину 4 мм. В самом начале тестирования первой версии самоката была проблема подобрать хороший курок газа, чтобы плавно управлять большой мощностью мотор колеса. Я заказал все возможные варианты с AliExpress, потратил кучу времени на проверку всего этого, но в итоге пришел к тому, что проще сделать самому. Подобрав подходящий подшипник, фрезернул первый вариант. Покатался, понял, как делать не надо, и с третьей попытки вроде получилось неплохо. С фарами тоже немало экспериментов проведено. Первый прототип прозвали лучом смерти. Было несколько вариантов с разными диодами и линзами. В итоге я остановился на 36-ваттных диодах Cree и автомобильных линзах 1,8 дюймов для ксеноновых фар. Корпус из дюралевой трубы 50 на 3 мм, радиатор из прутка диаметром 60. Для активного охлаждения используется вентилятор 40 на 40. От механической шторки решил отказаться и просто сделал две фары, одну на ближней и другую на дальней. Две фары в сумме дают около 9000 люменов. Руль из двух титановых труб 22 на 2, соединенных посередине гайкой из дюрали. Крепится к корпусу дисплея на стальные оси диаметром 13 мм через капроновые втулки. Складной механизм рулевой выполнен из трех титановых труб 25 на 3. Фиксация положения осуществляется за счет трех хомутов. Чтобы сложить руль, нужно ослабить два из них. Такую конструкцию я решил применить для более равномерного распределения нагрузки на рулевую колонку, исключив всякие защелки. На мой взгляд, совокупность решений, примененных в этом проекте, дало неплохой результат. Я с уверенностью могу сказать, что самокат получился очень динамичный и крайне надежный. Все практические испытания будут во второй части ролика. Мы покатаемся по полям, проверим максималку, тормоза, попробуем съездить на тусовку электротранспорта. Хочу устроить там драг-рейсинг с другими самокатчиками. И дадим на тестирование самокат местному экстремалу. Ну что, господа, надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, поделитесь лайками, подписывайтесь. Всего хорошего.